Ребятки, всем привет! С вами Декстер, и это мой влог с Бласта из Копенгагена. Поехали! Мы прилетели в Стамбул, летели мы часов 5, спали весь полет. Дальше мы выходим в аэропорт Стамбула. Я ожидаю, что Airbnb не будет лочить мне аккаунт, потому что я уже не раз букал апартаменты. Но почему-то они решили это сделать именно сейчас. В итоге мы потеряли бронь на апартаменты рядом с аэропортом, потому что завтра нам улетать. И мы оказались в очень неприятной ситуации, и мы для этого ничего не сделали плохого. Сейчас сижу, пытаюсь найти для нас отель, чтобы мы могли сегодня заехать и завтра подольше там остаться и полететь в Данию. Так, ну это тот самый Blast, на который мы отобрались в моменте, когда играли в августе, проиграли 2 Best of 1, и потом выиграли 3 Best of 3, выиграли Face, выиграли Astralis. Поэтому очень смешно сейчас было увидеть первыми соперниками Face в матче, когда ты с ними боролся, чтобы выйти сюда. Ну да ладно, это не самое главное. Какие у меня лично ожидания от турнира? Я предполагаю, что самое главное, что нужно увидеть на этом турнире, это работу над ошибками с мейджора. На мейджоре были моменты, которые мы потом обсудили, которые нам не позволили более стабильно выступить. Да, конечно, там была доля анлаки, но все же ты можешь работать с тем, на что ты можешь влиять. Соответственно, у нас последние 3-4 дня не было тренировок, потому что ребята играли 2 на 2, этот Red Bull Tournament. И поскольку это спонсорский турнир, мы не могли его сдожить, поэтому сразу всех оповещу об этом. Дальше. Касаемо результатов на этом турнире, я не могу сейчас как-то предсказать их. Единственное, на что я точно рассчитываю, и это как задача минимум для нас, это выход на стадион, выход к фанатам, чтобы фаны нас видели. То есть для этого нам, если не ошибаюсь, нужно будет выиграть 3 Best of 3, что, кстати, очень клево. Best of 3 для нашей команды намного более благоприятный вариант, чем Best of 1. Я жду, что мы выйдем на стадион, а там уже как пойдет. Как бы все будет зависеть от того, в какой форме мы окажемся сейчас на турнире и как хорошо мы будем выступать по ходу турнира. Даже если вдруг, допустим, что-то пойдет не так в начале, но мы будем работать и мы будем выигрывать с близкими счетами, я думаю, что это все равно будет хороший и благоприятный для нас сценарий для того, чтобы дальше в полуфинале, финале включаться на максимум. Я, конечно же, хотел бы выиграть этот турнир, это очевидно. С профессиональной точки зрения я всегда ставлю такую цель, но нужно быть реалистами и нужно ставить очень правильно цели для того, чтобы мотивация была и не было выгорания. Поэтому я говорю так, минимум, который я хотел бы увидеть здесь сейчас, это выход на стейдж, игра с фанатами, чтобы мы сыграли в Royal Mercedes Arena уже перед огромным количеством людей, фанатов. Ну, я в свою очередь тренировался сразу же после мейджора, как вернулся. Ну, единственное, что да, я переболел ковидом, это было крайне неприятно. Я в этом году уже 3 раза переболел ковидом, и было не очень клево, последний раз также. Даже не понимаю, для чего мне вакцины, потому что болею я очень плохо. Но я потренировался, я набрал форму. Да, сейчас был день перелетов, когда я немного подустал, но я все равно сейчас пойду в практис готовиться. Сегодня, если что, у нас 21 число, у нас 2 дня до турнира, но завтра у нас медийка. У меня, кстати, самое раннее, как всегда. Но ладно, меня это устраивает. По поводу личных ожиданий здесь от себя я бы сказал, что я должен показать еще более крутую, профессиональную, дисциплинированную игру, чем на мейджоре. Я не считаю, что я сыграл отвратительно на мейджоре, но мейджор показал мне, где я могу стать лучше и над чем мне стоит работать. И я не планирую эти ошибки повторять дважды. Очевидно, Counter-Strike — это та игра, где ты всегда находишь что-то новое, в чем ты можешь улучшаться. Но здесь я хочу увидеть какой-то импрув. Я буду следить за собой, анализировать эти матчи. Вопрос не в статистике, ребята, сразу для вас скажу. Вопрос в том, как ты умираешь, какие ошибки ты допускаешь и что ты мог сделать для своей команды лучше. Вот так. Если мы будем говорить про мои ожидания от нашей команды, не касаясь результатов, я, конечно же, ожидаю, что
мы будем играть на своем вайбе. Понимаете, вайб — это самое важное для любой про-команды. Если у вас есть свой вайб, если вы его ловите во время турнира, то результат, он в любом случае будет лучше, независимо от того, как ты подготовлен. Я лично верю в это, потому что, условно говоря, когда я приехал играть с Тендином, да, в июне, был вайб. Он был очень простой на самом деле. Мы верили в друг друга, доверяли друг другу, даже там, где бывали абсолютные непонятки, даже там, где у меня есть свое мышление, у человека есть свое мышление, мы как-то коннектили его друг с другом, и это было вот без подготовки. Мы просто заходили на сервер и делали это. И это, что ни на есть, я называю вайбом, коммуникацией, доверием. И здесь сейчас, после мейджора, мейджор был первым для некоторых ребят из моей команды, и там было много нервов, были вот эти моменты с вылетами, с багами. Сейчас я жду, что на Бласте мы просто уже поймем, что такое тир-1 турниры. Мы поймем, как их можно отыгрывать более стабильно в своем вайбе. И я жду самое главное, чтобы мы зашли играть с FaZe и дальше с кем бы то ни было, и мы доверяли друг другу и играли на примерно таких же вайбах, как бывали у нас в матчах. Вопрос просто в том, что в идеале нужно сделать так, чтобы ты все карты сыграл в одном и том же вайбе, который для вас клевый, не в плохом вайбе. Давайте без этого. Вообще, это очень крутой турнир. Blast в Royal Mercedes Arena — это невероятное удовольствие. Я очень хотел когда-то побывать здесь, в Копенгагене, на финалах. И когда я узнал, что я в августе играю не финал, я был очень расстроен. Я был прям очень расстроенный человек в тот момент. Но все равно я рад, что мы отквалифицировались сюда. И сейчас хотелось бы реально поиграть на стадионе и вообще в идеале, конечно же, дойти до финала. И там уж как дело пойдет, кто больше заслуживает, тот и заберет этот финал. Но это все мечты, а по целям я уже высказывался. Минимум — выход на стейдж. Максимум — очевидно, победа на турнире. Чего я жду от себя, я уже вам сказал. И здесь сейчас самое главное — это сколько есть времени потрениться и заходить на сервер уже абсолютно готовым к любому сопернику на этом турнире. Ну что, ребятки, мы на буткемпе, это первый день Бласта, и сейчас мы будем with Shahar Shushan watching some demos and teaching each other. And you go live Instagram? Right now? Yeah, go live. Okay, let's go. We demo and then Instagram. Yeah. And we're gonna watch some demos, give each other some opinions. Why this guy did last? Why this guy did Oh, we're last? gonna watch Navi Junior, right? Yeah. Yeah, okay. Yeah, we wanna watch Nipple because you heard that he will go in Navi maybe. Yeah, I did. Yeah. I just, he's actually in the hotel. I just talked to him. You just give them all information. Okay, you will see this only a few days after, so see you later, guys. Bye bye. Так, ребятки, у нас медиа-день, это запись для влога. Второй день с Бласта. Нас пригласили в Player Lounge, но я решил немножко остаться и позаписывать здесь. Yeah, maybe we'll join you. But I need some few minutes, Walter. И мы сейчас будем рассматривать, как это работает, как ребята готовятся к турниру. Сейчас мы начинаем не со стейджа, так что я заодно вам покажу, как это выглядит. Ну, вот так, на самом деле. Вот таким вот образом Blast готовится. В скором времени здесь еще будет больше вещей, простите за увеличение. Вот, так это будет выглядеть. А вот стейдж, где мы будем играть завтра с FaZe. Вот так примерно они все подготавливают. Видите, сейчас камеры готовят, которые показывают игроков. Hey, brother. How are you? Nice to meet you again. Nice to see you Finally. again. Finally. Yeah. It's not been that long. Yes. How are you? Did you have good rest? A few days. Yeah. Вот так это и выглядит, кстати. Это помещение таким делают. И здесь нас будут фоткать, скорее всего. Ну что, ребятки, так и закончился наш медиа-день. Я сейчас иду играть в браки. И завтра уже у нас большая игра с FaZe. Всем пока!